Когда фотограф дикой природы Дэвид Чен отправился в леса Вайоминга с целью запечатлеть поведение волков, он не ожидал стать свидетелем по-настоящему уникального и трогательного события. Глубоко в отдаленной дикой местности, в разгар весеннего шторма, маленький трехнедельный жеребенок Мустанг по имени Спирит потерял свою мать и отбился от табуна. Оставшись один на незнакомой и холодной земле, он оказался уязвим перед приближающейся стаей голодных волков. По всем законам природы его шансы выжить казались ничтожно малыми. Хищники, движимые инстинктами, уже собирались напасть. Однако то, что далее произошло, перевернуло представление о природе. Вожак волчьей стаи, мощная и строгая альфа-самка по имени Луна, вместо охоты приняла совершенно нехарактерное решение, которое спасло жизнь жеребенка и заложило основу необычной межвидовой связи. В течение 3 дней Дэвид наблюдал за стаей волков, фиксируя их охотничьи повадки и межличностные отношения для National Geographic. Весенний шторм не только разбросал животных, но и создал суровые испытания для всех обитателей леса. Маленький жеребенок по имени Спирит сбился с пути и заблудился в глубоком снегу, отчаянно призывая мать своим пронзительным ржанием, которое эхом разносилось по пустынной долине. Его темно-гнедая шерсть с белыми отметинами и крепкое телосложение выдавало принадлежность к диким мустангам, но неопытные и неуверенные движения выдавали молодость и страх. Волки, также заинтересованные в легкой добыче, начали выслеживать его, направляясь по запаху и звукам. Дэвид наблюдал, как животное оказалось у реки, огороженное с 3 сторон. С одной стороны бурлящая и холодная река, с другой — лабиринт отрогов и голодные волки, готовые атаковать. Стая, 5-я особь которой была вожаком, Луна, лидер и стратег охоты, смело шла к жеребенку, готовясь совершить решающий прыжок. Волки рассредоточились, предельно методично блокируя пути спасения, демонстрируя мастерство коллективной охоты. Спирит пытался отступать к воде, его ноги дрожали, а глаза расширились от страха, он был в ловушке. Дэвид чувствовал, что он должен оставаться наблюдателем и не вмешиваться, но его сердце рвалось при виде беззащитного существа на грани гибели. В самый критический момент, когда Луна приготовилась нанести смертельный удар, произошло нечто невероятное. Вместо нападения альфа-самка замерла, словно что-то тронутое пронзительными криками жеребенка и собственной болью, ведь недавно она потеряла щенят. Эта остановка была началом истории, которая оспаривает инстинкты как непоколебимый закон природы. Луна стала проявлять необычное для хищника поведение. Она не просто не тронула добычу, а встала между жеребенком и собственной стаей, издавая рык, который ясно говорил: «Этот малыш теперь под моей защитой». Остальные волки были сбиты с толку и поначалу пытались сами добраться до жеребенка, но лидер твердо отказывался их отпустить. Спирит, почувствовав перемену, все еще напуганный, сжимался у реки, постепенно успокаиваясь под чуткой заботой Луны. Это был редкий пример межвидовой материнской заботы в дикой природе, который задумала лидер стаи, собравшая вокруг себя группу, которая в конце концов приняла чужака в свой круг. Дальнейшие дни подтвердили необычность этого союза. Луна ухаживала за Спиритом, как если бы он был ее собственным щенком, облизывала, защищала и даже кормила частично переваренным мясом, хотя же ребенок был травоядным и не мог его есть. Он, в свою очередь, учился у волков сигналам опасности, реагировал на их крики и стал понимать язык тела стаи. Доктор Сара Митчелл, специалист по изучению поведения волков из Университета Вайоминга, приехала на место, чтобы изучить феномен, и признала, что это первый в практике случай межвидового материнского усыновления среди диких волков. Вся стая перестроила структуру и социализацию, приняв молодого мустанга не как добычу, а как члена семьи, достойного заботы и защиты.
Каждый раз при появлении угрозы волки образовывали защитный круг вокруг Спирита, помогая ему выжить в суровых условиях. Однако взросление Спирита сопровождалось новыми сложностями. Его природные, присущие лошадям, инстинкты и потребности начинали конфликтовать с поведением волков. Его потребность в растительной пище, особенности социальных норм у лошадей, а также реакция на мир по-лошадиному иногда приводили к замешательству и напряженности в стае. Спирит совершал импульсивные действия, характерные для лошадей, которые могло восприниматься как нарушение порядка и даже угроза для волков. Несмотря на это, связь с Луной оставалась крепкой. Она продолжала направлять его, показывать безопасные пастбища и охранять, хотя и постепенно меняла манеру ухода, адаптируясь к его росту и взрослению. Более того, между ними установился уникальный язык общения, состоящий из звуков и движений, которые помогали им координировать действия и обеспечивали взаимопонимание. Через некоторое время наступил судьбоносный момент. Спирит встретился с биологическим табуном. Этот день стал кульминацией всех переживаний. Стая волков и табун мустангов осторожно наблюдали за воссоединением, которое было трогательным и наполненным смешанными эмоциями. Мать Спирита узнала сына по запаху и откликнулась на его глубокие крики, а жеребенок с облегчением приблизился к своей семье, хотя и не забывал о волчьей стае, благодаря которой остался жив. Луна, проявив удивительное материнское самопожертвование и разум, формально передала жеребенка его настоящей матери, демонстрируя высокую когнитивную гибкость и эмоциональную глубину, которая выходит за рамки привычного понимания поведения хищников. После воссоединения Спирит постепенно адаптировался к жизни своего вида, став сильным и выносливым мустангом, но опыт, полученный в волчьей стае, значительно обогатил его умения и навыки выживания. Волчья стая, в свою очередь благодаря добавлению нового члена, стала более сплоченной и гибкой, лучше справляясь с вызовами изменяющейся среды. История Луны и Спирита стала переломным моментом в понимании межвидовых отношений, раздвинула грани научного знания о материнских инстинктах и эмоциональных способностях диких животных, доказав, что настоящая забота и любовь не знают границ. Исследования доктора Сары Митчелл и документальный фильм Дэвида Чена получили широкий резонанс, изменив общественное восприятие волков с образа жестоких хищников на сложных, чувствительных и способных на сострадание созданий. Через год после спасения Спирита Луна успешно вырастила собственное потомство, что подтвердило, ее материнская природа не ослабла, а наоборот, обогатилась этим опытом. Дэвид часто размышлял о том, как один единственный акт сострадания изменил жизни множества существ, породив цепную реакцию любви и взаимопомощи в самом сердце дикой природы. История Луны и Спирита стала живым напоминанием, что природа глубже и сложнее, чем мы можем представить, и что материнская любовь способна разрушать преграды, созданные эволюцией.